Читание Махапрабху или Гауранга – это основоположник нашей гаудия сампрадая. And in the Chaitanya Bhagavata and in the Chaitanya Charitamrita, there we have a description of the nature of Chaitanya Mahaprabhu. Читание Бхагавата и Читание Чаритамриты мы можем узнать о описании его личности и природы. So he's the Supreme Personality of Godhead. Он является Верховной Личностью Бога. And he's actually non-different from Krishna. На самом деле не отличен от Шри Кришны. There are many forms of God, and they're all God, so they're all one. Nevertheless, Krishna is supreme. Несмотря на то, что существует множество форм Бога, есть изначальная и верховная, это Шри Кришна. That may seem to be a little contradiction. Кажется, с первого взгляда, что это противоречие. If all forms of God are one, how can one be better than the others? Что если все формы Бога едины, то как какая-то может быть выше и лучше, чем другие? Well, the answer is the different forms show or manifest different amounts of qualities. Ответ на это противоречие состоит в том, что различные формы личности Бога проявляют различную пропорцию, объем, качеств. And of all the different forms, Krishna shows the most qualities. И из всех этих форм Бхагавана Кришна, изначальная форма, обладает всей полнотой качества. So he is called Swayam Bhagavan. Его называют Сваям Бхагаван. So Chaitanya Mahaprabhu is considered to be non-different from Krishna. И Шри Чайтанья Махапрабху не отличен от Шри Кришны, изначального числа. So he appeared in Navadvip. Он явился в Навадвипе. And there we have a little map of Navadvip. Navadvip means 9 islands. Небольшая карта Навадвипа, название означает Навадвипа 9 островов. So you cannot see too well there, but there's a river, and it divides. The little branches of the river divide up this area into 9 parts. Может быть, не очень хорошо видно, но на этом рисунке можно увидеть, что река и различные рукава делят эту территорию на 9 частей. So Navadvip literally means 9 islands. Буквально Навадвип означает 9 островов. But it also takes the shape of a lotus. Но также Навадвипа имеет форму лотоса. 1 part in the middle and 8 parts around. Посередине одна часть и вокруг 8, как лепестки. And in the middle we have Mayapur. В центре находится Майяпур. So this is a lotus form, and the spiritual world, like Goloka, is also considered to be a lotus. Это по аналогии с духовной обителью Галока, которая также имеет форму лотоса, также So Chaitanya Mahaprabhu appears in a lotus form. That means he appears in the spiritual world. Чайтанья Махапрабху появился в Навадвипе, который имеет форму лотоса, это означает, что он пришел из духовного мира. So his biography, the story of his life, is told in the Chaitanya Bhagavata. Вот эта история выявления деяний изложена в Чайтанье Бхагавате. And to some extent in the Chaitanya Charitamrita. И также в Чайтанье Чаритамрите до некоторой степени. The Chaitanya Charitamrita, however, contains more philosophical discussions. Однако в Чайтанье Чаритамрите очень много затрагиваются философские темы. And here we also get an explanation of Chaitanya Mahaprabhu and Panchatattva. И в том числе описывается личность Чайтаньи Махапрабху, Панчататтвы. So we all know that Chaitanya Mahaprabhu is the Yuga Avatar. He comes in Kali Yuga to spread the Yuga Dharma and Sankirtan. Все мы знаем, что Чайтанья Махапрабху является Юга Аватарой. Он приходит в Кали-югу для того, чтобы распространить Нама Санкиртану. So this is what we call the external reason for his appearance. И это называется внешней причиной его явления. Similarly, Krishna appears why to kill the demons, protect the devotees, and establish dharma. Также говорится, Кришна приходит для того, чтобы убивать всех демонов и защитить преданных, установить законные религии. And when the devatas pray, then the Lord says, "I will come," and he comes and he kills Kamsa, etc. Перед этим обычно полубоги возносят молитвы Всевышнему, и он обещает, что придет, действительно исходит и убивает Камсу. That's also an external reason. Это также считается внешними причинами. So internal reason means that Krishna has some other more important goals in mind. Внутренняя причина указывает на то, что эта причина более важна. And these goals are association with his devotees and giving them bliss.
Ее суть и цель этой причины, явление Всевышнего, для того, чтобы он приходит для того, чтобы общаться со своими чистыми преданными и обмениваться блаженством этих отношений. So, Chaitanya Mahaprabhu's inner goal is a little bit different. Цель явления Шри Чайтаньи Махапрабху в некоторой степени отлична. So that is explained here in the Sanskrit verse, but it's quoted in the Chaitanya Charitamrita. И все это объясняется вот в этой шлоке в Чайтанья Чаритамрите. And this verse describes how Chaitanya Mahaprabhu appears in Kali Yuga, but he gives something which was not offered before. Эта шлока описывает то, что Господь Чайтанья приходит в Кали-югу и дает нечто, что никто раньше не давал. And what he gives is Unnata Ujjvala Rasa, which means Madhurya Rasa in a very exalted form. И этот дар заключается в чем? В том, что он дает отношения, особое отношение Мадхурья расу, Унната Ujjvala расу, то есть вот эти отношения Мадхурьи в самой возвышенной форме. So that is one of the goals of his appearance. И это одна из целей его явления. He wants to give love of Radha and Krishna Он to хочет people in Kali Yuga. дать людям Кали-юги любовь Радхи и Кришны. So in other words, he does Yuga Dharma, but Yuga Dharma is not the main thing. The main thing is to give Madhurya Rasa. То есть, да, он также распространяет Юга-дхарму, воспевание святого имени, но это не основное. Основное это то, что он дает Мадхурья расу. So taking a golden form, he appears in this material world. И принимая золотую форму, прекрасно он появляется в этом материальном мире. So, that's translation. Сейчас прочитаем перевод. Сияющий цветом расплавленного золота, он появился в век Кали по своей беспричинной милости, чтобы даровать то, что не даровало прежде ни одно другое воплощение, самый возвышенный и ослепительный вкус преданного служения, вкус супружеской любви. So, then there's another verse there, which is even more, let's say, esoteric. Есть еще одна шлока, которая даже более эзотерична. So there, it gives three reasons for Chaitanya Mahaprabhu taking the role of Radha. В котором упоминаются три причины, по которым Чайтанья Махапрабху принимает на себя роль Шримати Радхарани. So not only does he want to spread Madhurya Rasa, he also appears in order to play the role of Radharani. И не только он появляется для того, чтобы распространить Мадхурья расу, но также для того, чтобы поставить себя на роль Шримати Радхарани. So one of the reasons is mentioned here, this Pranaya Mahima of Radha, which means the greatness of Radha's love. He wants to understand what is the greatness of her love. Одна из причин здесь упоминается, это Пранaya Махима, это познать величие любви Шримати Радхарани. Что же это такое? And how much, in other words, Krishna loves Radharani, but he cannot understand how much Radharani loves him. Другими словами, Кришна любит Радхарани, но он не понимает, как она любит его, что это за любовь такая. So that's one reason. Это одна причина. Он желает испытать вкус любви Шримати Радхарани. Он желает понять величие любви Радхарани. So then, Krishna often wonders, Radharani loves me and she's very devoted to me. What does she see in me that's so wonderful? Кришна часто, иногда думает, Радхарани так сильно любит меня, так преданно мне. Что же такого особенного во мне она находит? In the 10th canto, the gopis describe how we hear the voice of Krishna and we faint, or we see the glance of Krishna and we faint. So why do you do this? В 10-й песне Бхагаватам Шукадева Зами говорит слава Гопи, что мы видим облик Кришны и теряем сознание от этой красоты, и слышим звук флейты, и тоже теряем сознание от этого. So, in order to appreciate his beauty, he has to take the role of Radha. Для того, чтобы оценить свою собственную красоту глазами, он принимает роль Шримати Радхарани. And then he wonders,
what is that happiness that she experiences when she sees me or she meets me? И далее он думает и гадает, какое же счастье, какой уровень счастья она испытывает, когда видит меня, встречается, общается с ним. So in other words, he wonders about the greatness of Radha's love. What qualities does she see in me, Krishna? And then thirdly, what does that experience of love? What is the happiness? Обобщая, можно сказать, что первое, он думает, в чем же величие любви, второе, какие особые качества она в нем видит, и третье, какое счастье он испытывает. So then it says he, Chaitanya Mahaprabhu appeared in the womb of Sachi Mata, his mother, like the moon appears from the ocean. Следующая прекрасная шлока говорит о том, что Господь Чайтанья явился из лона Шачиматы, подобно луне, которая взошла из океана. So we see every evening that the moon will gradually rise up over the ocean. Каждый вечер мы видим, как луна восходит из океана. And also it is said that originally where did the moon come from? It came out of the ocean. И так иногда тоже говорят, откуда появилась луна, говорит, она появилась из океана. So Mother Sachi's womb is compared to the ocean. Чрево матери Шачи сравнивается с океаном. And then we get the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. И это из него является, Господь Чайтанья как раз является из этого широка как из океана. However, this appearance from the womb of Sachi actually is not material. Однако надо понимать, что явление Шри Чайтаньи Махапрабху из лона матери Шачи не материально. It's only an appearance, like the moon appears in the ocean, but actually it's not coming out of the ocean because it comes out every day, so it's not. It's repeated. It's always there. Только кажется, что он рождается как обычный ребенок, так же как может показаться, что луна выходит из океанских вод, но это иллюзия, кажется только. So in this way, for these three reasons, Krishna took the role of Radha, and that when he takes the role of Radha, that is Chaitanya Mahaprabhu. По этим трем причинам Кришна принимает на себя роль Шримати Радхарани и становится Шри Чайтаньей Махапрабху. So in other words, one of his purposes is he wants to spread Madhurya Rasa. Одна из целей его явления – то, что он хочет распространить Мадхурья расу. Not just Nam Sankirtan. Не просто Нама Санкиртан. And then he also wants to experience the mood of Radha. И следующее, он хочет испытать настроение Шримати Радхарани. Okay. So then we have a third verse also that expresses how Chaitanya Mahaprabhu is Radha and Krishna united. Еще одна удивительная шлока, которая описывается, каким образом Чайтанья Махапрабху объединяется Радха и Кришна. So we have Hladini Shakti, that's called the bliss Shakti. Итак, существует Хладини Шакти, энергия блаженства. The Lord experiences bliss, and that is his most important quality. Господь испытывает счастье, блаженство, это его самое важное качество. In fact, it is non-different from the Supreme Lord. И по факту это не отлично, блаженство не отлично от Бога. So the cause of that bliss is called the Hladini Shakti. И причина этого блаженства называется Хладини Шакти, энергия блаженства. And that is personified as Radha. И она олицетворена в Шримати Радхарани Радхи. But we know that Radha actually is a personification of love for Krishna. Также мы знаем, что Радхарани является олицетворением любви к Кришне. So bliss is ultimately love of Krishna. И блаженство в конечном итоге это любовь к Кришне. So though we can say that they're one because the Shakti and the Shaktiman are one, at the same time eternally we have Radha and we have Krishna. There's not a time when only Krishna existed that he created Radha. They're eternally two different persons. И хотя есть некоторое единство, то, что Господь не отличен от своей энергии, энергия не отлична от Всевышнего, тем не менее, с незапамятных времен они проявлены отдельно друг от друга, и не было такого времени, когда можно было сказать, что Радхарани вдруг появилась раньше и не было. Now, because
Krishna wants to experience the greatness of Radha and the happiness of Radha and wants to understand what is the wonderful qualities in Krishna that she sees, then the two identities merge because Krishna takes the identity of Radha, so they become one. И по этим трем причинам, поскольку Кришна хотел узнать славу, величие любви Радхарани, почувствовать познать свои собственные особые качества, которыми она наслаждается, и силу ее блаженства, по этой причине ему пришлось объединиться с его формой и стать Шри Чайтанья Махапрабху Гауранга. So Chaitanya Mahaprabhu is actually Krishna, so it's not different. И так, Чайтанья Махапрабху это Кришна, он не отличен от Кришны. However, he has the mood of Radha. Однако он пребывает в настроении Радхи. So therefore, his complexion becomes golden, like Radha's complexion, instead of being black, like Krishna. Поэтому его темный цвет тела меняется на золотистый цвет кожи, сияние Шримати Радхарани. So it is said that he is Shama internally and Gora externally. He is black inside and he is golden outside. Говорится, что внутри он темный, а снаружи золотой. So he is actually Krishna, but he has that mood of Radha, so he's golden. Таким образом, в первую очередь он Кришна, настроение Шримати Радхарани. Okay. So there's another factor to take into consideration because Chaitanya Mahaprabhu appears in Yuga. Есть еще кое-какие факторы, которые нужно взять, принять в расчет, они связаны с тем, что Господь Чайтанья появляется в Кали-югу. So there is a rule that the Lord actually does not appear in Kali Yuga, he only appears in 3 yugas. Есть в ведах определенное правило, утверждение, где говорится, что Господь является в 3 югах, но не в Кали-югу. And that is expressed here in this verse from the 7th canto where it says, Tri Yuga. That means the Lord appears in 3 yugas. И эта идея вложена вот в этой шлоке из 7-й песни Бхагаватам, где Господа называют 3 юга. That is Satya Yuga, Treta Yuga, and Dwapara Yuga. Соответственно, имеется в виду Сатья-юга, Трета-юга, Двапара юга. But he doesn't appear in Kali Yuga. Но он не появляется как будто в Кали-югу. So what happens? How the people of Kali Yuga get saved? И как же тогда вот спастись жителям Кали-юга? And we do have a Yuga Avatar, a Kali Yuga Avatar. So how can that not be the Supreme Lord? И у нас есть еще вот Кали-юга Аватар. So it is described that the Kali Yuga Avatar is using Shaktavesh Avatar, is a Jiva with special powers. И говорится, что Кали-юга, Кали-юга Аватара это обычно джива, наделенный особыми полномочиями, Шактавеш Аватар, так называемый. But now Chaitanya Mahaprabhu wants to come as the Yuga Avatar, but he's not a Shaktavesh Avatar, he is Swayam Bhagavan Krishna. И сейчас, что происходит, Господь Чайтанья хочет явиться в Кали-югу, но он не является просто дживой, наделенным полномочиями, он не Шактавеш Аватар, он сам Кришна. So how can he appear in Kali Yuga? Как же он может появиться в Кали-югу, вроде как правильно? So he hides himself. He's called Channa Avatar. Себя скрывает, название Чхана Аватар. Channa Kalau. In Kali Yuga is Channa, which means covered up. В последней строчке стиха говорится, что в Кали-югу он Чхана Калау, он скрыт. This means that Chaitanya Mahaprabhu publicly does not reveal himself as Supreme Lord, never announces, I am God, I am Bhagavan. Это означает то, что на публике, на больших массах Господь Чайтанья скрывает себя, свою божественную природу и никогда не говорит, что я Бог, я вот так. So privately with his devotees he may reveal himself, but never publicly. Иногда в частных, каких-то уединенных местах со своими близкими спутниками может что-то такое сказать или показать, что он Всевышний, но никогда не в людях. So the other forms usually perform some remarkable activity which everybody sees, and therefore they worship that form as God. Like Matsya gets worshipped as Supreme Lord, Kurma gets worshipped as Supreme Lord, Nrsimhadev gets worshipped as Supreme Lord, or Vamana. They all get worshipped because everybody recognizes their great activities. Другие проявления Бога, аватары, такие как Курма, Матсya, Нрисимха, когда они сходят, то являют какие-то сверхудивительные деяния, которые только сам Господь может осуществить, и поэтому все сразу понимают, что это Бхагаван и поклоняются им. So Chaitanya Mahaprabhu doesn't do that. He doesn't show great activities like killing huge demons or lifting up the earth, etc. He actually plays the role of a humble devotee. Чайтанья Махапрабху
не являет вот таких слишком уж зрелищных событий, то есть не поднимает землю, как Варахадев сделал, не убивает демона какого-нибудь сверхмощного, и играет роль преданного, обычного преданного человека. So then we may ask, well, if he's so hidden and covered up, how can we understand that he actually is the Supreme Lord? Можно сказать, да, если он так хорошо прячет свою природу, маскируется, то как все-таки можем понять, что он Всевышний? So we have some evidence from scriptures. И из Священного Писания есть на эту тему подтверждение. So of course we had that 7 candles that Chandakala, Kali Yuga, he comes but he's covered up. Допустим, в 7-й песне Бхагаватам говорится, что Господь приходит в Кали-югу, но Он в скрытой форме. So in the 10th canto, when Gargamuni comes and names Krishna secretly in Vrindavan, he gives a particular verse, this verse here. В 10-й песне Бхагаватам Гаргамуни приходит, семейный жрец, он приходит в дом Нанды Махараджа и тайно дает, нарекает Кришну именем и произносит там вот этот стих. So here he describes in this verse the avatars who come in the different yugas. В этом стихе он описывает различных аватар, приходящих в разные виды. So he describes sukla or white form, описывает белую форму шука, and the rakta or red form, красную форму ракта. And then he describes a pita form, a yellow form, a home form. Описывает золотую и желтую форму пита. And then he says, now, that is, when Krishna was alive, he has come as Krishna. Сейчас Гаргамуни говорит, показывает на Аваша Кришна, говорит, он пришел в темной форме. So in other words, there is Krishna in Dwapara Yuga, there is a red form in Treta Yuga, a white form in Satya Yuga, and a golden form in Kali Yuga. Таким образом, Кришна, темная форма, это Двапара-югу, Господь не исходит в красной форме, в Трета-югу и в белой форме в Сатья-югу и в золотой форме в Кали-югу. But we also know from other Puranas that usually the form that comes in Kali Yuga is not yellow, it's black. И из других Пуран также мы узнаем, что обычно в Кали-югу приходит не желтая, не золотая форма Бхагавана, а черная. So therefore, when Gargamuni says, now Krishna comes, then in Kali Yuga we have a golden form, then it's an exceptional form, so he's talking about Chaitanya Mahaprabhu. Гаргамуни вот таким образом это говорит, что Кришна сейчас пришел черный, то есть Двапара Юга. Это означает, что это какое-то исключение, а в Кали-югу он говорит, придет желтый. То есть обычно в Кали-югу черный, а он говорит, что он пришел черный сейчас в Двапара Югу. And there's also another meaning in this verse. Just when Krishna comes, all the other forms, all of the Lord at Matsya Purvam under Sherman, they merge into Krishna. Когда Кришна не сходит, то все остальные проявления Бхагавана, Матья, Нарисимха, Курма, приходят внутри его формы, как бы сливаются все формы. Because he's the supreme form. Потому что он является высшей формой. And then says similarly in Kali Yuga, then in Gauranga, all the forms merge. И аналогичным образом в Гауранге все эти формы присутствуют, сливаются. So this indicates that Chaitanya Mahaprabhu is like Krishna himself. Поэтому это указывает на то, что Чайтанья Махапрабху ничем не уступает Шри Кришне. So whatever qualities are in the Shrimma or Vamana or Parsaram or Avara or Matsyakur or Kalki, they're all in Krishna. Какие бы качества не были во всех 9 аватарах, в Матья, Корне, Нарисимхе, Калки, Будде и Парашураме, Рамачандре, все они присутствуют в Кришне и Чайтанье Махапрабху. Plus, Krishna has some extra qualities that do not manifest. Плюс к этому у Кришны есть какие-то особые качества, которые он так просто не проявляет. Он проявляет их у него. Therefore, Krishna can manifest any of the qualities of Nrsimhadev or Rama. Какое качество он может проявить в разных формах Нрисимхадева, Рамачандре и так далее. So we don't have to worship anybody else except Krishna, because when we worship Krishna, we worship everybody. Поэтому нет никакой необходимости поклоняться каким-то другим формам Всевышнего, потому что все они присутствуют уже в Кришне. Поклоняясь Ему, таким образом мы почитаем все остальные. And it's also simpler if we only have to worship one form instead of many forms. Это гораздо легче, чем
всем разным формам поклоняться, одной поклоняешься, и сразу все получают. So we worship Chaitanya Mahaprabhu. Same. Everything is in Chaitanya Mahaprabhu. Аналогичная картина с Чайтаньей Махапрабху. Мы поклоняемся ему, и все аватары автоматически прославляются, и поклонение происходит. Okay, now there's another verse in the 11th canto where it talks about the Yuga Avatars. Далее есть еще один замечательный стих в 11-й песне Бхагаватам, где идет речь о Юга Аватарах. This is a very famous verse. Очень знаменитый. And after discussing the Yuga Avatars of Satya Yuga, Treta Yuga, Yuga, and Dwapara Yuga, then there's a description of the Kali Yuga Avatar. So this is the main description here. Нам говорится сначала перечисляются аватары разных предыдущих эпох, Сатя, Двапара, Трета, потом говорится о Кали-юга аватаре. So the verse states that the intelligent people worship by Sankirtan Yagya this form who is Krishna. Стих говорит, что разумные люди в Кали-югу поклоняются этой форме, которая не отлична от Кришны через Санкиртан Яги. But his complexion is not Krishna, it is the opposite, it is white or golden. Хоть эта форма, это сам Кришна, но цвет ее тела не темный, а золотой цветом. And his devotees act as weapons. А его преданные спутники, которые сопровождают его, выступают в качестве оружия. So in other words, he is Krishna internally, but in complexion he is golden. So this is Chaitanya Mahaprabhu. Другими словами, то есть сам Кришна, но внешне он такой золотого цвета, и это Чайтанья Махапрабху. And we have the activity described here, it is Sankirtan. И описывается деятельность в этом стихе, это Санкиртан. So these are the quotations from the Bhagavatam that support the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. Таковы цитаты из Шримад Бхагаватам, которые говорят и поддерживают явление Господа Чайтаньи Махапрабху. So here we have a little summary of the Chaitanya Mahaprabhu's reasons for his appearance, etc. Вот некоторый краткий обзор причин явления Чайтаньи Махапрабху. Now we will go on to the Panchatattva. Okay, so in Chaitanya Charitamrita there explains that Lord Chaitanya appears, but he's in a group with 4 others. So the 5 are called Panchatattva. Chaitanya Charitamrita. Что Чайтанья Махапрабху приходит не один, а со своим спутником в группе. And they all play the role of devotees. Что все они играют роль преданных. So we have this prayer with Panchatattva. Atmakam Krishnam Bhakti Swarupakam Bhakti Bhakti Namami Bhakti Shaktikam. So there we have the 5 persons mentioned. В этой шлоке описывается 5 личностей. Это про Панчататтву стих. So we have Chaitanya Mahaprabhu, who is non-different from Krishna. Чайтанья Махапрабху не отличен от Кришны. And he appears as a devotee, Bhakti Rupa. Он появляется как преданный, Бхакта Рупа. Then we have his first expansion, which is called Swarupa. Затем его первая экспансия, которую называют Сварупой. So that is Nityananda. Это Нитянанда. And then we have Bhaktavatara, the Purusha Avatar, who appears as a devotee, that is Advaitacharya. Затем следующее это Бхакта Аватара, или Пуруша Аватара, который появляется также в качестве преданного, это Адвайтачарья. And then we have the devotee, that is a Jiva. Затем преданный непосредственно Джива, that is Srivas Pandit. это Шривас Пандит. And then we have Shakti of the Lord, playing the role of a devotee, that is Gadadhar. Следующим идет Шакти Господа, энергия Господа, также играющая роль преданного Бога, это Гададхар. Okay. So therefore we have Chaitanya Mahaprabhu, and we have his Shakti, the Gadadhar. We have his first expansion, Nityananda, who is Balaram. We have Advaitacharya, who is Mahavishnu, first Purusha Avatar. And then we have Shaktivat Avatar, Jiva Bhakta, that is Srivas Pandit, who is our Muni. Так, Панчататтва состоит из самого Чайтаньи Махапрабху, Шри Кришны, Верховной Чести Бога, затем Нитянанды Прабху, это сам Баларама, далее идет Адвайтачарья,
это Махавишну или Шива, Пуруша Аватара. Шивастри Акур – это преданный Бога. И Гададхар Пандит – это Шиватра Дхарани, энергия Бога. So there we have that Chaitanya Krishna is at the top, or Chaitanya Mahaprabhu is at the top, and then Nityananda is this first expansion. From that we get the expansion of Mahavishnu, and then we get Bhaktivinoda Avadara. So that's the hierarchy of power. И вот в этом читатве в личностях, которые входят в него, также прослеживается иерархия экспансии и аватар Всевышнего. Свами Бхагаванта Кришна, Чайтанья Махапрабху. Затем первая экспансия идет это Баварама, затем идет Пуруша Аватары, Махавишну, там Гададхар и так далее. И уже Дживы. So then we get Chaitanya Mahaprabhu, Gadadhar, we get Nityananda, we get Vedacharya, then we get Shri Ишopanishad. Сначала идет Чайтанья Махапрабху, затем Yeah. Гададхар, да, Кришна Гададхар, первый энергия Бога. Потом Нитянанда, Адвайтачарья, затем Бхарага, Адвайтачарья и Шваста. Okay. So, how do we know that Nityananda is the second expansion? How do we know that Vedacharya is Mahavishnu, etc.? Как мы можем узнать о том, что это действительно так, что Нитянанда Прабху это Баларам, что Адвайтачарья это Махавишну и так далее? So we can understand from the qualities of these devotees and how they interact with Chaitanya Mahaprabhu. Это мы можем увидеть из качества этих преданных и то, как вот они в своем поведении проявляют себя в отношении с Чайтаньей Махапрабху. So we know that Krishna and Balaram are in Sakyarasa. They're like brothers and they play as friends, as equals. Мы знаем, что Кришна и Баларам во Вриндаване и братья, они дружеская раса, они на равных играют друг друга. And we see that Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu had a similar type of relationship. They had a friendly relationship. Да, и Чайтанья Махапрабху и Нитянанда Прабху имеют те же самые отношения, дружеские такие. So what is the quality of a friendly relationship? There is joking, they play together, they may wrestle or fight or whatever, they may eat together and picnic, etc. These are the activities of friends. Какова природа и качество дружеских отношений? Как правило, друзья играют вместе, борются, пикники устраивают, шутят и прочее, прочее. So we have a few chapters in the 10th canto of Bhagavatam that describe how Krishna and Balaram and the cowherd boys, they go to the forest and they play. В нескольких главах Бхагаватам 10-й песни описывается, как Кришна и Баларама ходят вместе пасти коров в лес Вриндавана, играют там и так далее. So of course, Chaitanya Mahaprabhu is Jana Avatar, he's hidden, so he cannot display all of the same powers like killing big demons, etc. Да, и поскольку, конечно же, Чайтанья Махапрабху это скрытый аватар, то он не проявляет всех тех деяний, которые Кришна совершал, убивая гигантских демонов и прочее. But we have a pastime like the Panihati festival that Nityananda held. Но есть такие события, как фестиваль Панихати, который Господь Чайтанья устроил. So Nityananda has many associates. They are also in Sakyarasa. У Нитянанды есть множество спутников, они также в Сакьярасе. So he came to Panihati, and then he decided they should have a big festival, which means eating. Когда они пришли, то есть Чайтанья Махапрабху и Двадаши Гопала, 12 его спутников, в деревню Панихати, они решили строить такой фестиваль вкушения. Raghunath supplied all the food. Разных игр. И Рагунатх обеспечил этот фестиваль едой, пищей. So it's described there that when all the food was prepared and distributed, then all of the associates in Nityananda, they all sat down in a nice line, just like the cowherd boys in Vrindavan. Описывается, когда порции с едой раздали, то Нитянанда Прабху и 12 его спутников расселись в линию, так вот, как пастушки, мальчики-пастушки. And of course, Chaitanya wasn't there because he was in Puri, but Nityananda mentally called him. Господь Чайтанья там не был в этот момент, поскольку он был в это время в Джаганатхапуре, но Нитянанда Прабху пригласил его ментально, так в уме позвал. And then Nityananda could see him, and he was joking with him. И
Господь Чайтанья пришел, так сказать, в незримой форме, Нитянанда видел его и шутил с ним. And he was feeding him. И кормил его. No one else could see this. Никто больше не видел. So, in other words, they were having a very nice picnic, just like we have Krishna and Balaram and cowherd boys in Vrindavan. Другими словами, подобно тому, как Кришна и Баларама с пастушками наслаждались пикниками, в лесу Вриндавана, также вот сейчас Господь Чайтанья, Нитянанда, вместе делают то же самое. And of course, we know that Balaram was Krishna's assistant, and he always liked to help him. Знаем, что Баларама всегда любил помогать Кришне в его играх. So we see when Chaitanya Mahaprabhu went to Puri, he sent Nityananda to Bengal to do all the preaching. И в Чайтане, в Гаура-лиле это проявляется в таких событиях, что когда Гауранга Чайтанья Махапрабху отправился в Джаганнатха-Пури, то он поручил Нитянанде Прабху в Бенгале проповедовать. And by the efforts of Nityananda Prabhu, he went all over Bengal and he inspired everyone to become devotees of Chaitanya Mahaprabhu. Нитянанда Прабху, выполняя приказ Чайтанья Махапрабху, обошел всю Бенгалию и вдохновил всех стать преданными. So, Advaitacharya is said to be Mahavishnu. Говорится, что Адвайтачарья это Махавишну. So why Mahavishnu is not even like in Krishna Lila? Почему Махавишну как в Кришна-лиле? But there is a place where he does appear in Krishna Lila. Вроде бы там вообще нет в Кришна-лиле, но все же есть один эпизод. Near the end of the 10th canto, we see that Mahavishnu made all the Brahmana sons disappear, and then he made Krishna and Arjuna come up to the Karna ocean to see them. Да, в конце 10-й песни Шримад Бхагаватам рассказывается история, в которой участвует Махавишну, когда он притянул свою энергию, украл 10 сыновей одного брахмана, чтобы увидеть в конце концов Кришну, чтобы пришел спасать их. So that particular pastime shows that Krishna is greater than Mahavishnu. И мораль эта лила состоит в том, что Кришна более велик, чем Махавишну. Mahavishnu could not go to Dwarka to see Krishna. That would have been much simpler to go to Dwarka and see Krishna. Кажется, что гораздо легче было бы для Махавишну самому отправиться в Дварку и посмотреть на Кришну. Instead, he had to devise this complicated plan of stealing all the sons of the Brahmana, and eventually Arjuna and Krishna went to see him. Но он придумал такой сложный план, украл всех этих сыновей Брахмана и все сделал так, чтобы Арджуна вместе с Кришной на колесницах пришли в его обитель. So, Advaitacharya actually appeared long before Chaitanya Mahaprabhu appeared. Адвайтачарья в действительности явился задолго до явления Чайтаньи Махапрабху. And because he's older, usually we put a white beard on him, which will depict him as an old man with a white beard. И поскольку он вот старше намного в человеческой лиле, Господь Чайтанья, то обычно его такую бороду изображают с бородой, чтобы показать, что он в почтенном возрасте. So he became disgusted with the people of Navadvip at that time. He found they're all very materialistic. Когда он был в Навадвипе, то он стал чувствовать некоторое отвращение, наблюдая деятельность материалистов. So then he remembered this particular verse, which says that if you just offer a tulsi leaf and a little bit of water, you can attract the Lord. You can make the Lord do what you want. You can control the Lord, and He'll do what you want. Вся Навадвипа была погружена в материалистические различные виды деятельности, он все это наблюдал, и тогда именно он пришел стих, он вспомнил стих, в котором говорится, что если предложить Господу просто цветок туласи, листик туласи и воды из Ганги, то это очень удовлетворит Всевышнего. So Advaitacharya sat down on the bank of the Ganga, and he had a shalagram shila, so he began offering tulsi leaves and Ganga water, and he was praying, the Lord must make his appearance in this material world and save the people of Navadvip. Тогда Адвайтачарья отправился на берег Ганги, в безлюдном месте стал поклоняться Всевышнему, предлагая шалаграму шили, лист киманджари туласи и воду из Ганги. Говорится, чтобы он не зашел. So he is said to be the direct cause of Chaitanya Mahaprabhu's appearance because of the request of Advaitacharya. И
Двайтачарья является основной причиной явления Чайтаньи Махапрабху, потому что он непосредственно просил его о несшествии. So just as somehow Mahavishnu was able to lure Krishna to the causal ocean so they could see him, so now he brought Krishna into the material world as Chaitanya Mahaprabhu. Так же, как Кришна, Лиля, Махавишну устроил все так, что Кришна сам пришел к нему через оболочки вселенных местоположения. Также сейчас Двайтачарья призывает Кришну в облике Чайтаньи Махапрабху не зайти. Okay. So now we speak about Gadadhar, who is actually Radha. Сейчас мы поговорим о Гададхаре, который является на самом деле Радхарой. But this is a little complex because Krishna is taking the role of Radha also. Немножко кажется сложным вопрос, поскольку даже Кришна уже принял на себя роль Шримати Радхари. So then Radha also has to take the role of a devotee. И Радхе тоже пришлось принять роль преданного. And therefore, the relationship of Radha and Krishna cannot be displayed publicly in this pastime. Поэтому отношения Радхи и Кришны не проявляются слишком в открытых каких-то местах при множестве людей. Both Radha and Krishna are hidden. Оба и Радха, и Кришна скрыты. However, we see there was a very great attraction between Gadadhar and Chaitanya Mahaprabhu. Однако все-таки мы видим, что между Чайтаньей Махапрабху и Гададхар Пандитом была очень сильная привязанность. When Chaitanya Mahaprabhu took sannyas and went to Puri to live, he sent everyone back to Bengal. So Nityananda was there, Dvaitacharya, Srila Pandita, all the devotees in Navadvip were there. But Gadadhar couldn't leave Chaitanya Mahaprabhu, so he stayed in Puri with him. Когда Чайтанья Махапрабху принял саньясу и отправился в Пури, то всех своих близких спутников и преданных, Шриваса Пандита, Нитянанду Прабху, всех остальных он вернул обратно в Бенгалию, но Гададхар Пандит не мог расстаться с Чайтаньей Махапрабху и отказался уходить, остался в Пури. So there actually are a few deities of Gaur Gadadhar. Существует несколько божеств в Индии, Гор Гададхар. This is at the Yoga. So their counterparts are Radha and Krishna. Okay, so Srivas Pandit is the last member and he is Narada Muni. Последний член Качататвы это Шривас Пандит. Кем он является? Это Нарада Муни. So Narada Muni is considered an avatar, but actually he's a jiva, so he's a Shaktivesh avatar. Нарада Муни считает аватарой, но он является дживой, индивидуальной душой, поэтому он Шактивеш. Okay, what is the Shakti that he gets from Krishna? Special Shakti is Bhakti. И какую же особую энергию Шакти он получает от Кришны, наделен Кришной? Это Бхакти Шакти. So he's among the Shaktivesh avatar, he's very special because he's the one that preaches Bhakti. Из всех остальных Шактивеш аватар он особый, поскольку проповедует Бхакти преданных Богу. And you see that he teaches Dhruva, he teaches Prahlad, teaches Mugari the hunter. Из истории его жизни мы знаем, что такие знаменитые личности, как Dhruva, Прахлад, Радари, также были учениками. So, Srivas Pandit is Narada Muni and he is a jiva and he also preaches Bhakti. Шривас Пандит – это Нарада Муни. Он является дживой и также проповедует Бхакти, преданность Богу. Now, of course, all the devotees are preaching Bhakti and even Lord Chaitanya is preaching Bhakti. Конечно, все преданные проповедуют Бхакти, и сам Господь Чайтанья проповедует Бхакти. But Srivas Pandit had a very special role to play. Но у Шривас Пандита есть особая, очень особая такая роль. So, Chaitanya Mahaprabhu didn't manifest his devotional qualities when he was a child, and then he became a pundit and he was a logician. Then he went to Gaya and he initiation, Diksha. В свое явление и деяние Господь Чайтанья не является с самого начала преданным. То есть сначала он рождается, потом становится пандитом, ученым, знаменитым. Затем отправляется в Гаю, получает инициацию там. And he got a Krishna mantra. Там он получает Кришна мантру. So when he came back to Navadvip, Gaya, he was changed. He was a different person. Когда он уже после этого вернулся обратно в Навадвипу из Гая, he couldn't stop chanting Krishna's name. Совершенно другой.
он не мог остановиться и повторял постоянно святые имена Кришны. So everyone was surprised. They were also glad, but they were very surprised. Все были очень сильно удивлены, одновременно обрадованы, но удивление преобладало. So then Chaitanya Mahaprabhu became the leader of the group with Advaita and others. С этих пор Чайтанья Махапрабху стал главой всех преданных в Адвайте, таких как Адвайта, Чайна и так далее. And they chose the house of Shri Ишопанишад. И своей базой, кстати, они выбрали дом Шри Ишопаниша. So every night they would meet there. Каждый вечер они встречались там. And all night long they would do kirtan. Тем вечер приходил в ночь, и всю ночь они воспевали киртан, танцевали там. So in other words, Shri Ишопанишad's house was the birthplace of kirtan. Таким образом, дом Шри Ишопанишада вел себя таким местом рождения киртана в Новодвипе. And that, of course, is represented if you go to Navadvip or to Mayapur, then you go to the Yog Pit, near Lord Chaitanya's birthplace. We have very close by is Shri Ишопанishad's place. Если вы отправитесь в Майапур, в местоявление Господа Чайтаньи, то там, прямо рядом, вот этот дом Шри Ишопанишада. So every night they do kirtan, but they would lock the doors and they wouldn't let outsiders in. Каждую ночь они проводили киртан внутри этого дома, который они закрывали, никого не пускали. Only qualified people could get in. Только достойные квалифицированные личности могли туда проникнуть, попасть. So one time, Lord Chaitanya, when they were doing kirtan, he sat on Vishnu's throne. Однажды был очередной киртан в доме Шри Ишопанишада, и вдруг Чайтанья Махапрабху принял форму Вишну и восседающим на троне из Нанташеши. So everybody realized, oh, Lord Chaitanya is Supreme Lord. И все тогда осознали, Чайтанья Махапрабху это Всевышний. And they began worshiping. И стали поклоняться ему. So they did kirtan for 21 hours. 21 час шел киртан. And they were offering arti to him. В это время они предлагали ему арати и все остальное. So that's actually represented in our arti song in the evening. Это лила представлена в Гаура-арати вечернем. There it says, Dakshinanitaya Chan, that means Nityananda is on the right hand side, and Gadadhar is on the left hand side, and nearby is Advaita, and Srivas is holding the umbrella. Вот это строчки Даки, говорится, что слева находится от Чайтаньи Махапрабху находится Нитянанда Прабху, также там Шривас, там Гададхар держит зонт. And sitting on the throne, the jeweled throne is Gaurachan. Сам Гаурачанд, Гауранга Махапрабху сидит на золотом троне, инкрустированном драгоценными камнями. And Brahma and the Devatas are доing the arti. Боги, Деваты во главе с Брахмой проводят арти. So that is also represented in Srivas's place of mind in Yoga. There we see this Lord Chaitanya on the throne, we see the umbrella over there, we see Nityananda and Gadadhar on the sides. Вот эта лила как раз представлена в доме Шриваса Пандита. Там видно божества разные, панчатантры, как они поклонятся Чайтанье Махапрабху. So therefore, Chaitanya Mahaprabhu gave some very special mercy to Shri Ишопанишад. И поэтому Чайтанья Махапрабху одарил особой милостью Шри Ишопанишада. Also from these groups, from Advaita Acharya, there is a line, a Diksha line of succession. From Shri Ишопанишad there's a line, from Gadadhar there's a line. They all started lines. От каждого из членов Панчататвы идет ученическая преемственность по линии Дикши. От Гададхара, от Шри Ишопанишада, от Нитянанды. So besides these five, there were also many other associates. Помимо этих пяти, четыре, we have the associates in Navadvip, the associates in Puri, the других спутников, приближенных к Господу Чайтанье, в Навадвипе, во Вриндаване. So, among these associates, again by the relationship with Chaitanya Mahaprabhu, we find certain persons also were in Krishna's life. Среди спутников Господа Чайтаньи некоторые также имеют свое, так сказать, присутствие в Кришна-лиге. So in a book by Kavi Karnapura, who was a devotee of Chaitanya Mahaprabhu,
he lists all the people in Gauranga's Leela, and then he tells who they were in Krishna Leela. В одной из своих книг Кави Карнапур описывает вот эту схожесть, кто из участников Гаура Лилы кем является в Кришна Лиле. So Krishna was there, then his mother and father were Nanda and Yasoda, and then Nanda's father was Prajanya and his wife was Vriyasi. That was Krishna's grandmother and grandfather. Там описывается родословная Кришны, что вот отцом Нанда Махараджа был Праджанья, также матушка Шоди, кто был матерью и так далее. So then we have, of course, Krishna's Chaitanya Mahaprabhu and Nanda and Yasoda are Jagannath Mishra and Sachi. Там говорится, что, конечно, Кришна — это Господь Чайтанья, а Нанда и Шода предстали как Джаганнатха Мишра и Шачи Мата. And grandmother, grandfather are Upendra Mishra and Kamalavati. Upendra Мишра и Камаламати — это бабушка и дедушка. Okay. So Balaram has mother, father Vasudeva and Rohini. Кришна Лилу у Баларамы матери была Васудева, Рахини, а отцом Васудева. So in Nityananda and Lord Chaitanya Nityananda has Harai Pandit and Padmavati. Когда Баларам пришел как Нитянанда Прабху, его матерью те же самые личности стали, но уже известны под именами Падмавати и Хадай. So Radha, of course, has Vrishabhanu and Kirtida as her parents. Да. Вришабхану и Киртида — это родители Шримати Радхарани, и они также предстали как родители Гададхара Пандита. So Gadadhar has Pundarik, Vidyanidhi and Ratnavati as his parents. У Гададхара отцом был Пундарики Видянидхи, а матерью Ратнавати. They're actually not real father, but this is Guru and the wife of the Guru. Это не родной, как бы отец был, а его гуру и жена Гуру. So Krishna went to Mathura, and then he was sent to Avantipur, and there he got teachings and he got his mantra from Sandipani Muni. Когда Кришна Лили, Кришна отправился в Уджан. Это Авантипур. И там получил посвящение и прошел обучение 64 урокам у Сандипани Муни. So in Lord Chaitanya's pastime, Keshav Bharati is taking that. То этот Сандипани Муни в Гаура Лили принял роль Кешава Бхарати и также выступил в качестве гуру Гауранги. In Krishna's pastime, Garga Muni was the name giver. He gave Krishna and Balarama names. В Кришна Лиле имя Шри Кришны дал Гарга Муни и Балараме также. In Gauranga Lila, Nilambar Chakravarti, who lives in Dalpapur, he gave the name to Chaitanya Mahaprabhu. И этот Гаргамуни стал Гаура Лиле Ниламбара Чакраварти, который также дал имя Нимане Гауранги. If you go on Navali Parikrama, then you'll actually go to Dalpapur. That's one of the places they go to. So this is the place of Nilambar Chakravarti. The deity is still there. Пойдете в Парикрам по Навадвипе, то на пути вам встретится Белпур, это как раз место Ниламбара Чакраварти дом. So Vishnu has two wives, Lakshmi and Bhudevi. У Господа Вишну есть две супруги, это Лакшми Деви и Бхудеви. So Chaitanya Mahaprabhu had two wives, Lakshmi Priya and Vishnu Priya. Также имел две жены, Вишну Прия и Лакшми Прия. But we know that this is a Vishnu form who had the two wives. So this Gauranga is called Gaur-Narayana, and then he has the two wives. So he's represented in the yoga there. Gaur-Narayana. У Господа Вишну две супруги, то Гауранга, который имеет, который две жены Лакшми Прия и Вишну Прия, это Gaur-Narayana. So Balaram had two wives, Ravati and Varuni. So Nityananda had two wives, Janava and Vasudeva. У Господа Баларама было две жены, это Равати и Варуни. Также и у Нитянанды было две супруги Джахна и Васудха. So Narada Muni is Srivas Pandit. Narada Muni has a friend called Parvata Muni. Нарада Муни принял облик Шривастакура. Нарада Муни, мы знаем, есть друг Парвата.
So he became Sri Ram Pandit, who was actually the brother of Srivas. И он стал Рам Пандитом, который был братом Шивас Пандита. Then we have a few regular persons. Murari Gupta was actually Hanuman. It's not in Krishna Lila at all. Далее есть несколько таких отдельных личностей. Мурари Гупта был Хануманом, хотя это вроде как не Кришна было вообще. Haridas Thakur is considered to be Prahlad. А Харидас Тхакур это Прохлад. We know that Haridas Thakur was tormented by the Brahmanas and tormented by the Muslims. Мы знаем, что Харидас Тхакур пытали мусульмане, брахманы тоже как-то его преследовали. So similarly, Prahlad was tormented by the demons and his father. Аналогичным образом Прохлад Махарадж проходил через испытания, которые учинил его отец, всякие пути там. So in Vrindavan there are 12 cowherds who are very famous, and in Chaitanya Mahaprabhu's Lila there are also 12 cowherds. Во Вриндаване есть 12 очень известных пастушков, которые также не зашли в Гаура Лилу. Там как два душевыполнения. Вы прочитайте? Okay, so in Lord Krishna's, when Krishna was there, we had Veda Vyas to reveal the Bhagavatam. So in Lord Chaitanya's Lila, we have Vrindavan Das Thakur to reveal Chaitanya Bhagavatam. Шримад Бхагаватам написал, поведал миру Веда Vyas, Свясадава, который в Гаура Лиле стал Вриндаван Das Thakur. Sarvabhauma Bhattacharya was living in Puri. He was a very great scholar. He was a logician. He was also a Mayavadi. Джаганнат в Пури жил Сарвабхаума Бхаттачарья, был очень-очень ученым пандитом, но также лидером всех Майявади и персоналистов в этом городе. But he became a great devotee of Chaitanya Mahaprabhu. Но он тоже стал великим преданным Chaitanya Mahaprabhu. So he is considered to be Brihaspati. Brihaspati is the priest of the devotees. Его прообразом считается, то есть он не отличен Брихаспати. Брихаспати это Гуру Богу. And he's very famous for his great knowledge, everything. Очень знаменит за свои познания, все такое. Okay. Ramananda Roy was a very intimate associate of Chaitanya Mahaprabhu in Puri. Шри Рамананда Рай был очень-очень близким спутником Господа Чайтаньи в Джаганнатхапуре. So he is a mixture of roles according to different relationships. И в нем проявились две личности, сколько немножко разные отношения он проявлял в Чайтаньи Махапрабху. So he's considered to be Arjuna, one of the Pandavas, because Ramananda Roy had brothers, so there were 5 brothers, and he was one of the brothers. So like that, we have Arjuna among the Pandavas. С одной стороны, его считают не отличным от Арджуны, одним из пандавов, у него также было 4 брата. And then in Krishna Lila in Vrindavan, Krishna has a cowherd boy called Arjuna. Также в Кришна Лиле во Вриндаване у него есть друг Арджуна, пастушок Арджуна. But because of his very intimate relationship with Lord Chaitanya in Puri, he also had a Madhurya Rasa type of relationship, so he's considered to be Lalita. Поскольку Рамананда Рай был в таких очень близких отношениях с Господом Чайтаньей Махапрабху в Джаганнатхапуре, считается, что он также не отличен от Лалит Вишакхадеви. And then there is another gopi called Gopis. Также есть еще одна гопи, Арджуна гопи. So, just as Radha Krishna have Astasakis, so there are also equivalents in Chaitanya Mahaprabhu's Lila. Так же, как у Радхи Кришны есть ближайшие подруги Аштасакхи, 8 главных гопи. Очень подобное есть в Чайтаньи Лиле. So like Lalita, there's Vishaka, and that's the role of Srup Damodar. Лалита Вишака. Лалита Вишака. Yeah. No, Ramananda Roy and Srup Damodar. Лалита Вишака стали Рамананда Рай и Сруп Дамодар. And we have other associates also who take up the roles like the Sakis. Другие спутники Господа Чайтаньи также представляли из себя вот этих вот 8 главных гопи, являлись ими. So in Krishna's Lila we have the Astasakis, then we have Manjaris, 8 Manjaris also. Помимо главных 8 гопи подруг Радхи Кришны существует еще 8 манджари.
молодых гопи. So the manjaris play a secondary role. They don't serve Krishna directly and enjoy with Krishna. They serve the other gopis and Krishna. Манджари имеют такие немного, в прямом смысле, удаленные отношения с Радхой Кришной, не прямые. Они своего рода служанки, которые способствуют тому, чтобы игры Радхи и Кришны проходили наилучшим образом, служат всевозможным образом. So in this way, the Goswamis, they did not serve Chaitanya Mahaprabhu directly. They actually lived far away in Vrindavan. Поэтому 6 Госвами, которые как раз являются вот этим манджари, они служили непосредственно, лично, близко, находясь в Чайтанья Махапрабху, им были поручены разные миссии, которые выполняли во Вриндаване. So we have the 6 Goswamis plus Bhugarva and Lokanath. Помимо 6 Госвами есть еще Бхугарбха и Локанат Свами, это как раз получается плюс 6 Госвами Вриндавана, 8 манджари. Okay, so we have a hierarchy of beings, and we have Devatas, of course, at the bottom, and we have Vishnu, and we have all sorts of avatars going up, and at the top we have Narasimha, and we have Rama, and at the top we have Krishna. Вот существует такая иерархия разных существ, начиная от самых каких-то простых джив, затем будут полубоги, очень могущественные живые существа, затем Господь Вишну, еще выше Нрисимха, Дев, Рамачандра и Кришна на вершине. So one of the purposes of Bhagavatam is to show that Krishna is the object of worship. Одна из целей Шримад Бхагаватам — это показать и доказать, что Кришна является высшим объектом поклонения. Because he displays all wonderful qualities in full. Сколько он демонстрирует все удивительные качества личности Бога в полной мере. With Krishna, we can have various types of relationships. С Кришной нас могут связывать различные виды отношений. So these are called rasa. Это отношение имеет название раса. So we can serve Krishna as a friend or as a servant. That's called dasya rasa. Можно быть слугой Кришны. Это дасya раса. When the love becomes more intense, it becomes sakya rasa, friendship. Когда любовь становится более интенсивной, она переходит, становится сакья расой, дружескими отношениями. If we regard Krishna as our child, that becomes vasalya rasa, that's more intense. Если мы рассматриваем, любим Кришну как своего ребенка, то это уже, получается, любовь прогрессирует до ватсалия расы, еще более возвышенной. And as we regard Krishna as the lover, that's madhurya rasa. Если Кришну преданный рассматривает и поклоняется ему как своему возлюбленному, So то Madhurya раса. Lord Chaitanya's one of his objects was to reveal intense madhurya rasa in Kali Yuga. Одной из целей явления Господа Чайтаньи было как раз открыть и явить миру красоту Мадхурья расы супружеских отношений. So we will not see that with the other forms of God. We cannot reveal intense rasa of Vishnu with Lakshmi for the people of Kali Yuga, or Nrsimhadev and Lakshmi for the people of Kali Yuga. Can't do that. With Krishna, it's possible. В случае с другими проявлениями Бога, Вишну, Нрсимхадевом, мы не видим вот таких вот близких и удивительных отношений, чтобы вот к Лакшми-деве Нараяна испытывал и так далее. Поэтому только для Радхи и Кришны в такое величине. So in Madhurya Rasa, there's also millions and millions of gopis, and they all have different types of relationships. But if we take all those different types of relationships, at the top we have Chandravali's relationship and her group with Krishna, and then we have Radha on the top with her group. Если мы будем рассматривать Мадхурья расу, то внутри нее можно видеть, что множество, вплоть до сотен миллионов гопи. У всех них могут быть какие-то свои особые оттенки настроения, отношения с Кришной. И на вершине две вот такие группы, группа Чандравали и Радхарани. So therefore, Lord Chaitanya's mission was to reveal Madhurya Rasa, but not just Madhurya Rasa, in its highest form, and that is to Radha Krishna. Господь Чайтанья как раз являл величие Мадхурья расы, но в ее самой возвышенной форме, именно любовь Шримати Радхарани к Кришне. So, therefore Radha Krishna is the highest, and Lord Chaitanya's mission, okay, I want to reveal Radha Krishna love to the people of Kali Yuga. How does he do it? Through the Yuga Dharma Sankirtan. Так, любовь Радхи и Кришны — это высочайшее, что может быть. Господь Чайтанья принес это, чтобы показать вообще, делать доступным людям Кали Юги. Как он это делает? Практически через Нама Санкиртан.
So it's not just Krishna's name. Not just Krishna's name. Ага, то есть это не просто имя, святые имена Кришны. It's not just chanting Krishna's name, we also have Radha's name. Также имеем Радхи. So we have Hare Krishna. Харе Кришна. So what does Hare mean? It is calling out to Radha. Это призыв к Радхи. If we call out to Radha, it becomes Radhe. Если мы звательным падежи обращаемся к Радхаране, Радха, то это становится Радхе. We call out to Vishaka, it's Vishake. Если говорим Вишаку, Вишаке будет. And if we call out to Lalita, it is Lalite. Если мы позовем Эй, Лалита, на санскрите это будет Лалите. If we call it to Ganga, it's Gangi. Если Гангу позовем, то Ганде. So another name of Radha is Hara. Другое имя Радхи это Хара. And we call out to Hara, it becomes Hare. Если назовем Хару, то будет Харе, звательно. So Hare is addressing, calling out to Radha. Харе это призыв к Радхаре. If we call it to Krishna, say it's just Krishna, it's not nothing, it's not Krishna, it's В случае с Krishna. именем Кришны ничего не меняется, так сказать, Кришна. So we're calling out to Rama, so some people say, oh, it's Ramchandra, or it could be Parsuram, it could be Balaram, or whatever. В Харе Кришна Махамантре слово Рама, некоторые люди говорят, что это значит именно Рамачандра или именно Баларама. But, of course, Lord Chaitanya's mission is to reveal Radha and Krishna. Но миссия Господа Чайтаньи состояла в том, чтобы явить миру любовь Радхи и Кришны. So when we call Hare Rama, then we have to call to Radha and Krishna. Когда мы говорим Харе Рама, это также указывает на Радху и Кришну. So Rama is also a name of Krishna. Поэтому Рама это также имя Кришны. And the meaning of Rama is he gives enjoyment to Radha. И смысл имени Рама состоит в том, что это Кришна, которая приносит блаженство Шримати Радхарани. So in the Yuga Dharma, chanting the holy name, we got not only Krishna's name, but Radha's name also. Воспевание святого имени в Кали-югу означает не просто петь имена Кришны, но также имена Радхи. This is in line with his goal to reveal the highest Madhurya Rasa. Это вписывается, так сказать, в его цель явить миру высочайшую типрасу Мадхурья расу, которая распространялась на Киртан именно в таких мерах. So when we call out to Radha and Krishna, what do we ask for? Итак, когда мы взываем к Радхе и Кришне, то что мы хотим? If we call out to somebody, then we have to. There must be a purpose. You call somebody. You don't just call somebody and then run away. They'll look at you and say, "What do you want?" Если мы кого-то зовем, это подразумевает, что мы чего-то хотим. А если мы кого-то позовем, мы тут же убежим, то человек удивится и скажет, что он хотел. But then, if Krishna says, "What do you want?" and then we're stuck, well, I want some money, or I want some promotion, or I want this, or I want that. It's all material. That's not pure bhakti. Итак, мы взываем к Радхе и Кришне, и если она приходит, и мы тут со своим материальным желанием обращаемся, деньги, там, положение, то есть все, то это неправильно, это все Миша Бхакти, это косвенно, So our only request can be, смешано. let me serve you, let me please you. Then there's no material motive there at all. Поэтому это нас не должно интересовать. Единственная цель, почему мы вызываем к Радхе и Кришне, это в том, что мы хотим порадовать, удовлетворить их своим служением. Это должно быть настоящим смыслом повторения Махамантры. So we chant Mahamantra with that request, then we can attain that, realize that love of Radha and Krishna. И когда с таким мотивом, с таким желанием мы повторяем имена святые Радхи и Кришны, то мы получаем возможность обрести дар, который Господь Чайтанья приносит, осознать их отношения, сладость их отношений. So this is Chaitanya Mahaprabhu's gift to the people of Kali-yuga. Таков дар Господа Чайтаньи людям Кали-юги. This will give the highest possible bliss. Дать им максимально, вообще высочайшее, что возможно, в части блаженства. And through Nam Sankirtan, it's available to even the lowest aparati in Kali-yuga. А через Нама Санкиртан в форме воспевания святого имени этот дар становится доступен самым низшим типом людей, оскорбителей, богохульников и так далее в Кали-юге. Это все? Харе Кришна.
Вопросы? А вот, мы знаем, есть имя Хара и у Господа Шивы, и у Шримада Радхарани. Это есть какая-то разница между этими звучаниями Хара? Или это по-русски? То есть не смысл, а именно Да, звучание? есть смысл какой-то, смысл, есть различия в смысле, либо это совершенно идентичные вещи. We know that Hare is name when we call address Shrimad Radharani. Yeah. But also Hara, it's the name of Shrimad Radharani. But also Hara means Lord Shiva. Masculine. Masculine. Мужском, да, роду. Is there any similarity between this? Well. Actually, all names are the names of Krishna. Действительности все имена это имена Кришны. So Shiva means all auspicious. So Krishna is the most auspicious. Что означает все благое. Кришна это самый все благое. Shiva is secondarily auspicious. А Шива все благое уже как бы второй. Самое главное все благое. So Hara is like Hari. Хара это Хари. And Hari means one who attracts. В данном случае Хара означает Хари, и Хари в данном случае означает тот, кто притягивает, привлекает. So that means he's very attractive. It also means he steals away. Очень привлекательный. Steals away your heart, whatever. Да, и он крадет что-то, вот, что он крадет в ваше сердце, крадет свою красоту, качество. So therefore, Shiva is secondarily an attractive person. Поэтому Шива из личностей все привлекающих, опять же, на втором месте. Krishna is the most attractive person. А Кришна на первом. So we distinguish by saying Hara. Скажем, на вторых роях. Same meaning. Поэтому вот Хара Хари, да, это With that more important meaning is Krishna also means the most attractive. Еще более важное имя Кришна также означает все привлекающий. А почему этот Хара Пандит, он не приравнен к богам Панчататхи? Потому что говорят, что Шримад Радхарани это как Кришна в женском воплощении. И он примерно в духовном мире, она как просто равна Бхагаларами, а в Панчататхе там три бога получается. А этот Хара Пандит как энергия, он может представить. It is said on the one hand that Shrimad Radharani is like Krishna himself, the feminine role, but as Gadadhar, which is not included in Vishnu Tattva, only Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya is Vishnu Tattva, but Gadadhar Pandit is Shakti Tattva. Yes? So what's that? So why on one hand it is said that Radharani is not different from Krishna, that she's like a woman god. So it must be also Vishnu Tattva, but she's separated into Shakti Tattva. Yeah, why? It's different and non-different, we can say. Можно сказать, что это отлично и отлично одновременно. There's like a controversy in the Ramanuja Sampradaya. Is she different or is she actually Vishnu? Lakshmi Narayan, same thing. То же самое в Рамануджа Сампрадая, Лакшми и Нараян, они отличные, или это... So someone says she's different, someone says she's the same. Кто-то говорит, что они отличные, кто-то говорит, что это одна личность. So as was explained, actually the Shakti and the Shaktiman are not different, but eternally we have Radha and Krishna as separate entities. Как уже было объяснено, Шакти, энергия Бога и Шактиман, Бхагаван, сам Господь не отличны, но внешне проявляются как две отдельные личности. And then by their interaction we get the bliss. И когда они взаимодействуют друг с другом, то блаженство. In other words, through relationships we get the bliss. Таким образом, блаженство генерируется через отношения. So in that way they're separate. Поэтому они раздельны, отличны. Они не существуют, просто первый вопрос, я так и не понял, это чуть-чуть, Александр смотрится. Не существует ли ударение, разница в ударениях Хара и Хара? He also asked about this Hara and Hara. He also asked about Hara and Hara and about pronunciation. Is there any difference in putting stress in these words?
Хара и Хара. Хари Хара, есть просто Хари Хара. Hara. Okay. Yeah. The ending is long in the feminine. Hara, like in Radha or Ganga, like that. So it's a long То есть в sound. случае, когда хара указывает на Радхарани, то окончание долгое. And if it's a short one, it's a masculine. А если звук короткий, то это мужской. Получается, это два все-таки разных имени. So it's two different names. Yeah. Да. But the funny thing is Hari, when the vocative case, when they call out the Hari, it's also Hare. So Hare can also be Хари Hari. также может Calling it Hari. Махамантре указывать на Хари, имя Хари. Это для подожди. Ваше свидетельство. Как мы все знаем, вы великий астролог, да? В этом плане. Я бы хотел вопрос задать, что все-таки золотой век, да? Сколько нам еще ждать полноценного рассвета, да, в Кали-югу, чтобы там по всемирным летофрениям, скажем, да, храмы и так далее, и так далее. Или как бы, будем как бы существовать, как вот говорят, как нам велики, мы существуем, да, как бы у нас они видно особо сильно там, как вот христианская религия и так далее, и так далее. Когда вот расцветет полностью, как бы высшим крупатом, в России, в Грузии, когда вот полностью растет сознание Кришны, храм, когда вот. Когда уже президент будет предан. И сколько там, сотни лет? Such a Yuga golden age will manifest to its highest degree when all people in this world will accept Snapatama and worship Bhanu Krishna when he was on the Satyuga. Satyuga. In this Oh, in Kali Yuga, the golden age. fragment. Yeah. Well, it says that in Kali Yuga, after 5,000 years, there will be a period for 10,000 years or something that's considered like a golden age or whatever. So within that period, there will be all sorts of spiritual activities. Да, говорится, что после 5000 лет от начала Кали-юги, следующие 10 тысяч лет это будет вкрепление Сати-юги. So we can say from the time of Lord Chaitanya for the next 10,000 years. Вот, и началось это да, с времени явления Господа Чайтаньи, и следующие 10 тысяч лет будет это происходить. But when will be the peak, we don't know. Когда все это будет в своем пике, тогда мы не знаем точно. Even astrologically or astronomically, actually, we can't predict because the planets can change or so many things can happen. Даже астрологически это трудно вычислить, сколько планеты могут измениться, и что-то еще очень много может сообразить. Измениться положение. Вы перечислили 4 расы, которые присутствуют в Враджи. Вот. А там присутствует Шанта раса. И кто ее представитель? Бхактиведанты. There's 5. The Shanta rasa is also there, but one is the very small children. Первый представитель это очень маленький мужчина. Just like in here in the material world, they don't manifest material. Obviously, a little child cannot manifest Madhurya rasa or Vatsalya rasa or even Sakya rasa. There's kids crying and whatever like this. So in Vrindavan, the very small children have Shanta rasa. Да, вот как в этом мире очень такие маленькие мужчины, они не могут проявить ни Мадхуря расу, ни Ватсалya расу. Ни родительские чувства, ни романтические чувства, ни чувства дружбы и так далее. Поэтому они просто плачут, они что-то ходят туда-сюда, дурачатся, а это почти как Шантараса. There's also some sages, like the Kumaras, they're considered to be Shantarasa. Также некоторые мудрецы, такие как 4 Кумары, находятся в Шантарасе. So they do have ecstasies. Есть определенный They духовный can статус. see the Supreme Lord. Могут видеть Всевышнего. So we see that the Kumaras saw Vishnu and had ecstasies. Мы видим, что Кумары, когда видели Радхарани, Вишну, то они в полной пригодной экстаз находят. But still their appreciation of the Lord is a little bit not so intense, and they don't really engage in active service. Но все же их не могут во всей глубине
насладиться, ощутить, оценить личность Бога с его вот этими возможностями для отношений, и поэтому не вовлечены в какое-то такое служение, близкое служение непосредственное. But they may have an attraction for Vishnu or Krishna or some Может other быть personality. привязанность, привлечение к Вишну, Кришне, к разным проявлениям другим богам. So, for instance, when Krishna came into the arena of Kamsa, there were some yogis there, and they saw Krishna come in, but they reacted different from other people. Дается пример, когда Кришна взошел на арену, борцовскую арену, праздники, которые устроил Камса Махарадж. Там его увидели очень много разных типов людей, одним из которых были йоги. Vasudeva and Devaki felt Vatsalya rasa for Васудева и Деваки испытали родительские чувства Ватсалия. The cowherd boys were there, they felt Sakya rasa. Пастушки ощутили, что у них очень близкий друг Сакья. All the yadus who were there felt Dasya rasa. Все члены династии Яду ощутили, что они слуги. And the young women of Mathura felt Madhurya rasa for Krishna. Молодые девушки Мадхуры ощутили романтические чувства Кришны. And the yogis felt him as Supreme Brahman. Shantarasa. Почувствовали, что перед ними Верховный Брахман. Шантараса. So they've been very peaceful. Они пребывали в очень умиротворенном состоянии. А можно сказать, что деревья, допустим, камни, да, вот, а цветы, это тоже отношение Шантараса. In Nectar Devotion there in the last chapter, Rupa Goswami describes that it's not a real rasa because their consciousness is much less. And only when you're a human being, actually an adult human, not even a small child, has real, it's a Shanta rasa, a small child. So when you get less than that, it's not real rasa. We can impose or think of it in terms of rasa, like the gopis do. They say the trees are crying and rocks are in ecstasy, but actually it's not a real rasa. В последней главе, в конце где-то Бхактиведанта Свами Прабхупады, Руpa Госвами описывает, что такие формы жизни, может, на Галоке Вриндаване, как деревья, цветы и так далее, их ощущения, ты даже нельзя еще в полном смысле назвать расой, потому что их не так развиты, как другие формы, трансцендентные формы жизни, как уже человеческие там, и так далее. In his Bhan Maharaj, in his book, he actually says that I think the cows have Shantarasa, but I think in this Nectar Devotion of Goswami, it's not real rasa, it's an Uparasa or something. Bhan Maharaj. Бхану Махарадж в своей книге пишет, что да, коровы, похоже, что у них Ватсалия раса, но Рупа Госвами говорит, что это нельзя назвать в полном смысле слова таким термином, что это скорее упараса, что-то такое более пониже в плане интенсивности ощущений. Каким образом мы можем попасть в Махавьярасу без читания большого проповедника Махавьярасу, да? Если у нас, допустим, Сварупа, она для другой расы предназначена, мы вообще можем попасть в Махавьярасу? If what Chaitanya brought is gift, not to draw us. Everybody. On the other hand, just said that we already have some fixed swarupa. How can we get this gift from him? Oh. Well, let's say that unless we get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, won't manifest. Можно сказать так, что до тех пор, пока не обретем милость Господа Чайтаньи, вообще ничего не проявится. Of course, there's another view that this root is not fixed. Есть, конечно, другой угол зрения, что сварупа все-таки не фиксирована. But we fix it by our sadhana. И мы фиксируем ее через свою садхану. So we get the mercy of the devotees of Chaitanya Mahaprabhu, then we can fix that in our sadhana. Мы We can обретаем attain it. милость преданных Господа Чайтаньи Махапрабху, практикуем садхану, и тогда мы обретаем эту расу. If we fix Dasya Rasa or some other thing, Narayana, we attain Narayana. Если мы if we fix this, Yeah. если мы через свою садхану
под определенным, так сказать, руководством развиваем настроение дася расы, настроение слуги Господа Нараяны, то мы туда и отправляемся. Это вопрос связан с предыдущим? Да. Continuation of the question. Continuation of the question. Вот как-то вот на Бхакти шастрах проходили, что когда мы доходим до уровня рагануги, спонтанной любви, мы выбираем себе рогатнику. А выбираем рогатнику из окружения Кришны, а не из окружения Господа читания. И следуем по его стопам, и тогда мы получаем свою определенную расу, зарождаем в отношении. Как вот раз говорит, что мы должны следовать вид искусства читания и получения. We studied Bhakti Shastra, and then it was explained that when we come from Bhakti Bhakti to Bhaganuga Bhakti, we should choose one of Ragatnikas into footsteps and should follow. Then how it correlates with the idea of getting merciful Chaitanya. Oh, with Raganuga. Well, Lord Chaitanya's movement is basically a Raganuga movement. he's giving you the possibility of being Raganuga. Господь Чайтанья как раз и дает его движение, это движение Рагануга Бхакти, он как раз дает возможность ступени такие. In fact, if you look in Chaitanya Charitamrita, there says, without Raganuga, you cannot attain Krishna and Gokula, the spiritual world. Чайтанья Чаритамрита, так говорится, не встав на путь Рагануга Бхакти, никто не сможет отправиться к Кришне на Галоку Вриндавану. So there's a very strong emphasis upon Raganuga, and that's been there kind of in the Sampradaya up until recently. It was emphasized, the Raganuga aspect was emphasized more. Was? Yeah. Until now? Yeah. Up until Bhaktisiddhanta. Да, и в нашей сампрадае до прихода Бхактиведанты Сарасвати очень сильный упор делался на Рагануга Бхакти. And Bhaktisiddhanta, even Bhaktivinoda Thakur also realized that, or observed that many people were so-called practicing Raganuga Bhakti, but they actually weren't doing it properly because they weren't qualified for it. So that's why Bhaktisiddhanta decided that we're not going to actually preach Raganuga and teach that to people publicly because most people aren't qualified for that. Да, и что увидел Бхактиведанта Сарасвати, он увидел то, что сейчас в Кали-югу очень мало людей, которые даже, как кажется, занимаются Рагануга Бхакти, очень мало из них на самом деле квалифицированы и правильным образом это делают. Поэтому он решил, что эти вещи вот так вот широко не нужно публично проповедовать. But if we start with Vaidhi Bhakti, there's always the choice of going to Raganugas later on. Но если мы начнем с Вайдхи Бхакти, то есть всегда шанс, что мы можем перейти на путь Рагануга Бхакти. Хотела спросить, если, допустим, в силу своего слабого ума, я не могу все это запомнить и понять, все эти глубинные моменты, связанные с Кришной, с расой, со всем этим. То есть, есть ли у меня какая-то надежда, вернуться к Кришне, или же, или для того, чтобы к нему вернуться, нужно полностью о нем все узнать, полностью пропитаться и понять, что это. For example, due to my weak memory and weak intelligence, cannot understand and memorize all these nuances. All these nuances, all these details. Yes, about rasas and Raganуга Bhakti, all other things about Krishna. Is there any hope for me to achieve these goals? Well, in Bhagavad Gita, Krishna says, I give you the intelligence by which you can come to me. Кришна дает обещание, что даст разум, при помощи которого вы можете прийти к нему. Nevertheless, we do need some knowledge. Тем не менее, мы, конечно, нуждаемся в некотором знании. So that's why Prabhupada wrote so many books. Прабхупада столько много книг написал. And that's why the Goswamis have written so many books. Госвами Вриндаван так много книг написали.
So we don't concoct our own process or our own knowledge or whatever. Мы не спекулировали, не придумали свой собственный процесс и свою сиддханту, философию. So whatever we can absorb, fine, and then we practice bhakti very sincerely. Krishna gives us guidance. Все, что мы сможем на нашем уровне впитать, то сколько сможем, столько сможем, здорово. Дальше Кришна даст милость и реализацию. Кришна говорит, что есть память и забвение, да, и есть такой сейчас плюю память. Многих у меня еще... Вообще немножко погромче. Я говорю, Кришна говорит, что, понял, да, что Кали-югу как бы память она как бы улучшается, как бы, да, и то есть то, что впитать можем, даже если мы крупицу впитаем, вот, если я просто буду знать, что повторяю святое имя или часто, когда там Господь что-то говорит, то есть для меня это достаточно. Kali-yuga memory is very low, and Krishna is giving memory and also oblivion. Really, for example, for me, enough to my progress, I understand only one thing that if I chant Hare Krishna, I will be happy. Well, that's there, but then who is Krishna? Ну да, это имеет определенный... Is he blue? Is he green? Is he white? Is he... Смысл, конечно. What is he? Но опять же, что, допустим, вы говорите, повторяй Харе Кришна и будь счастлив. Is he ferocious? Кришна, Is he old? Is he sweet? Что он себя представляет? Он синий, зеленый, красный, молодой, старый, то вообще. So if we know something about Krishna and his form and his qualities, that's easier for us to concentrate on Hare Krishna. Otherwise it becomes just an abstract sound. Больше мы знаем, или хотя бы что-то знаем о Кришне, его качествах, деяниях, форме и так далее, там нам легче сосредоточиться на воспевании святого имени Харе Кришны Махамантры. А иначе это у нас просто будет какая-то в голове абстрактная вообще, даже не мишень, а просто пустота, абстракция какая-то. That's why we have, along with chanting, we do have Kirtan, we then have Shravana, Smarana, Sadhusanga. Поэтому наряду с воспеванием святого имени у нас есть другие процессы, такие как Шравана, слушание, и памятование, Смарана, и все остальное как бы вместе, да? Simultaneous or except? Вместе, да. И помимо, и вместе. Ваш последний вопрос тоже с астрологией задам. Вот сейчас мы имеем военный конфликт на Украине, да, в России, Украина, соответственно, как преданно вообще нужно относиться к войне, которые попали туда, в военный конфликт? Вот, и не затронете вообще мировой пожар, будет мировая война? Хотелось бы такой вопрос задать, From your astrological calculations about the future possibility of Ukraine situation. I didn't look at it, so Я еще исследовал астрологически. use your influence to help Russia to stop supplying arms to Ukraine. Используйте свои рычаги влияния, чтобы Россия перестала поставлять оружие на Украину. Существует как бы два лагеря, да, вот, касательно Чандравали. Существует два лагеря, да, и я слышал, что вот, некоторые преданные, они как бы развивают такое настроение, вот, Чандравали именно, тоже как бы принимая сторону Радхарани, как бы оппозиционная. И должны ли мы тоже как-то занимать какое-то вот такое положение относительно Чандравали? Как вообще относиться правильно? Well, that's how they feel in the spiritual world. They look in the different pastimes. We'll find Radharani's group are always opposed to Chandravani's group, and they're plotting against each other all the time. Настроение, которое присутствует в духовном мире, что две группировки, Чандравали и Шри Радхи, они постоянно какие-то прорабатывают махинации друг друга, обойти, подставить, So there is some competitive spirit. Есть такой дух соперничества.
But ultimately this leads to more rasa. Но что это такое в конечном итоге? Это просто две расы. They can. Ну, природу могут тоже развивать. If they're in a big rasa. Если они в второй расе находятся. Чандравали двоюродная сестра, да, Шримати Радхарани. И каковы у них вообще, каковы у них какие-то отношения существуют между друг другом, помимо как бы встреч с ним? Чандравали сказано такого правда. What's the relationship? There is a relationship there. Anyways, what are the association between Radharani and Chandravali in the spiritual world? What is their association? Of course, they both associate with Krishna, but is there any association between Radharani and Chandravali? Well, as gopis, in one sense, they associate with other in general, because they're all gopis. Они общаются с другими гопи, взаимодействуют, конечно же. And we see in the Rasa Leela when Krishna disappeared, and then Krishna went off with Radha, and then he left Radha, and then the gopis found Radha all disturbed. Then Chandravali was also there, and they were all disturbed together, so they were a group, and they weren't fighting at that time. Вот, например, когда после или во время танца раса Радхарани куда-то исчезла, Кришна также бросил арену танца расы, пошел ее искать, затем он нашел ее и исчез сам уже. И тогда уже все гопи, которые участвовали в этом танце, начали искать его, и там лагерь в Чандравали был, и лагерь Радхарани, и на тот момент они не ссорились друг с другом. Похоже, все?